Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем решать очередную проблему со стиральной машины фирмы Samsung NF0508NZV. А именно, она отказывается включаться. После последнего ремонта она проработала 2 года без проблем и вдруг ни с того ни с сего перестала включаться. А точнее не закрывается ее замок. При этом на дисплее появляется ошибка. Проверим, как это все работает. Закрываем дверцу с полным усилием и включаем стирку. Вставляем на 15 минут. При запуске появляется ошибка DE. Может быть ошибка ED, или же если нет цифрового меню, то может быть определенная комбинация мигающих лампочек. Перед всеми манипуляциями по ремонту машинки необходимо отключить ее от электросети. Для того, чтобы добраться до замка дверцы, много инструментов не нужно, а только лишь плоская и крестообразная отвертка. В первую очередь необходимо открыть дверцу и снять резиновый уплотнитель, который находится по периметру загрузочной камеры. Для этого берем плоскую отвертку и поддеваем под уплотнителем фиксаторное кольцо. Вот видно, что оно находится здесь. И потихонечку выводим его из своего положения. Теперь вынимаем фиксаторное кольцо. Оно имеет такой внешний вид с небольшой пружинкой внизу, для того, чтобы оно растягивалось и сжималось. Теперь берем уплотнитель и утапливаем его внутрь, чтобы он не мешал работе. Теперь откручиваем 2 шурупа крепления замка к корпусу. И отодвинув резиновую манжету, достаем замок со своего места. После этого снимаем защитный корпус замка, и он имеет такой внешний вид. Отсоединяем замок от разъема, нажав 2 усика. Здесь видно очень большой нагар в середине. Необходимо разобраться, в чем проблема. Вот так выглядит замок на моей стиральной машине. Фирма Metalflex ZV446. На контактах видны подгорания. 3, 4, 5. Вот 4 и 5 контакт подгоревший. То же самое на разъеме, который подключается к нему. Вот видно черный нагар. Поплавившийся пластмасс. Значит, была проблема с выключателем. И контакты грелись. В этом случае можно купить заведомо исправный замок или же пробовать разобраться со старым. Для проверки замка необходимо взять обычный тестер, цифровой или стрелочный, выставить в положение 2 кОм и проверить, какое здесь сопротивление. На контакты 3 и 5 подается напряжение 220 вольт, и они служат для нагрева нагревательного элемента, который находится внутри. Сопротивление на них должно быть порядка 800-1000 Ом. Проверим. Подключаем сюда контакты и проверяем сопротивление. Сопротивление равняется бесконечности, значит какая-то проблема с нагревательным элементом или с его контактами. Также проверяем контакты 4 и 5, которые являются сигнальными, и в случае замыкания замка будут равняться короткому замыканию. Здесь ничего нет, значит они исправны. Сначала снимаем сам выключатель от всего корпуса. Здесь он прищелкнут на 4 такие маленькие защелочки. Вот сам механизм закрытия. Он у нас исправлен, ничего не поломано. Теперь разбираем сам замок. Здесь также есть защелочки. Аккуратно их поддеваем. И окончательно снимаем крышку. Устройство очень простое. Здесь находится внизу нагревательный элемент. Здесь коромысло ходит в обе стороны. В принципе, необходимо проверить теперь исправность нагревательного элемента, который находится здесь. Если мы прижмем коромысло рукой и проверим сопротивление между 4 и 5 контактом, то мы видим, что они замкнулись. Значит, скорее всего, что-то с нагревательным элементом, который находится внизу. Жаль, что здесь оно не разборное,
Обычно здесь ставят шурупчик, а здесь все глухо запаяно. Видно, что здесь подгар от того, что нагревательный элемент коротит. Снимаем верхнюю часть и посмотрим, что здесь внизу. Видно нагревательный элемент. Его можно почистить, чтобы был контакт, потому что он весь обгоревший. С помощью мелкой прозрачной бумаги снимаем налет. По всей площади, чтобы он был блестящий. Вот, должно так все блестеть. Очищаем контактную площадку. Проверяем контактную пластину на ее состояние. И собираем все в обратном порядке. Теперь необходимо здесь слегка подпаять. Берем паяльник и слегка подпаиваем крепежи контактной площадки. После этого замеряем сопротивление нагревательного элемента снова. И он равняется 945 Ом. Значит, он будет работать. И собираем на место корпус замка. Ставим замок в свой корпус. Проверяем работу пружины закрытия. Вот. Щеколда ходит как положено. В случае срабатывания замка здесь выскакивает пимтик коричневый, видно его, и фиксирует закрытие машинки. Ставим на место фиксатор разъема. И можно подключать замок к машинке. Этот контакт уже требует замены. Но у меня пока замены нет, поэтому я пока с помощью смазки ВД-40 или ее аналогов сниму с контакта окислы и временно верну на свое место. Подключаем на место замок до своего разъема до полной фиксации. И можно устанавливать замок на свое место на корпус машинки. Теперь устанавливаем на замок защиту от воды. Она легко прищелкивается, и заводим замок на свое место, прижимая с той стороны рукой до того момента, пока эта защелка полностью не выйдет со своего отверстия. И хорошо закручиваем двумя шурупами. И вот, замок установлен на свое место. Осталось поставить резиновую манжету, которая уплотняет дверцу. Выводим наружу резиновый кантик. Теперь одеваем манжету на этот выступ, который является ее фиксатором. Для этого отгибаем слегка манжету и одеваем ее на бортик, так чтобы она сидела плотно. И так по всему кругу. После того, как манжета одета, фиксируем ее с помощью стопорного кольца. Для этого одеваем ее сначала сверху, свой паз, и потихонечку опускаемся вниз. Затем ее хорошенько растягиваем и одеваем.
Вот, все на своем месте. И вот машинка собрана. Осталось только ее проверить, как же работает замок. Закрываем дверцу и пробуем запустить машинку. Выбираем режим быстрой стирки. Замок закрылся и пошло набирание воды. Таким образом, я смог отремонтировать замок стиральной машинки, которая не хотел закрываться. Это, конечно, временный ремонт, и в дальнейшем придется купить новый, так как старый уже износился. Но в качестве временной меры такой ремонт вполне сойдет. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками отремонтировать замок стиральной машинки, если она не закрывается. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.